4 признака того, что у мужчины может быть отсутствие эрекции. Интересно? Я приветствую вас сегодня в этом прекрасном понедельнике на своем канале. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст, я тренер по гимнастике для лица и практикующий физиогномист. Сегодня с вами поделюсь одной чисто практической вещью, как по лицу мужчины, которого вы видите первый, или может быть второй раз, или технически говоря, на первом свидании понять, что у него могут быть проблемы в сексуальном плане. Смотрите, пару предупреждений. Первое предупреждение. Я буду показывать примеры лицевых маркеров, как я это обычно делаю, либо на картинках, которые я рисую от руки, потому что мне нравится рисовать, либо на примерах известных актеров. Пожалуйста, не смотрите на этих актеров, как на людей, которых вы привыкли видеть в фильмах в разнообразных ролях. Абстрагируйтесь от этого. Это исключительно для того, чтобы показать вам примеры лицевых маркеров и больше ничего. Если вы хотите, чтобы я разобрала какого-то конкретного человека, вот так вот, я могу это сделать, но тогда мы будем говорить о его личности, а не просто о нем, о его чертах лица, как для примера на какую-то конкретную тематику, хорошо? И предупреждение номер 2. Я основываюсь, во-первых, на своем личном практическом опыте физиогномиста, на опыте своих клиенток и на опыте тех женщин, с которыми мне приходилось обсуждать тему эректильной дисфункции. Потому что эта тема, она достаточно болезненная. То есть, с одной стороны, она болезненная для мужчин, потому что у них падает самооценка. С другой стороны, эта тема болезненна для женщин. Вы знаете, общаясь с женщинами в возрасте 35+, я бы даже сказала 40+, вот все сводят вот к одному. Все хотят полноценных отношений, в которых будет полноценный секс. А когда у мужчины сексуальное расстройство вот такого плана, знаете, как в народе говорят, не стоит, то полноценный секс в паре это сводит на нет. Безусловно, есть разнообразные методы, чтобы эту ситуацию исправить. И также существуют таблетки, о которых все знают. Да, все знают, что такое таблетки. Но те мужчины, которые таблетки хотя бы несколько раз в жизни систематически применяли, знают очень хорошо, что, во-первых, пить таблетки незаметно от партнера – это практически невозможно. Если у вас действительно отношения близкие, это невозможно. Второе, действие таблетки ограничено. И если вечером он в постели просто лев, то утром там не будет просто ничего, потому что там от 3, 4, 5, 6, 7 часов и все. А таблетку можно принимать только один раз в сутки, кто не знал. Вот. Дальше таблетки имеют побочку, и одна из побочек это, что они стоят очень дорого. Однажды у меня была клиентка на физиогномику, она пришла как раз, кстати, с этим запросом, и через время она обнаружила таблетки, и она говорит, я была в шоке, он не может меня сводить на хороший ужин, это Испания, это вот здесь, вот не надо далеко ходить, говорит. Он водит меня в бары, где мы едим бесплатный тапос, не может заплатить за хороший ужин там 60, 70, 80 евро, а его таблетки, а на таблетки он тратит 100 евро в месяц. 100 евро в месяц. Ее это ужасно расстроило. Во-первых, удивило, во-вторых, расстроило. Но тему таблеток мы сегодня не обсуждаем. Мы сегодня обсуждаем, каким образом можно вычислить, что с мужчиной что-то не то буквально на подходах. И скажу сразу, что мужчины, конечно, знают про свои проблемы. И они решают их очень по-разному. Но эректильная дисфункция понижает сильно их самооценку. Сильно, прямо очень сильно. И некоторые из них с этим живут и страдают, а некоторые продолжают встречаться и знакомиться с женщинами в надежде найти там какое-то понимание, в надежде на то, что что-то как-то само собой заработает, и их самооценка поднимется. И поэтому они есть на сайтах знакомств, они существуют вокруг нас, и они правда знакомятся с женщинами.
А теперь мы пойдем непосредственно по 4 признакам, которые я выделила из всех признаков и которые в большинстве случаев относятся конкретно к этому случаю. И первый признак – мужчина при встрече. Вот вы познакомились, вы пьете кофе, вы общаетесь. Конечно же, нельзя избежать разговора, кто что ищет. Вот кто что ищет. Если мужчина, опустив взгляд, говорит, что он не ищет секс, это первое. Вот прямо пишите себе в конспект. Имеет смысл задуматься, а что же он тогда ищет? Мужчины, которые хотят создать новые отношения, они хотят регулярного, стабильного секса в этих отношениях. В принципе, это главное, что они хотят. Потом они хотят заботиться, да, вот за все это и так далее. Но мужчина, который говорит, я не ищу, я секс, не-не-не, секс, я не ищу секс, не-не-не, мне секс не нужен. А что тебе нужно? О, я ищу любовь, взаимопонимание, заботу. Вот здесь сразу же надо быть внимательными. Почему он не ищет секс? Тогда ему надо искать женщину, которая тоже секс не ищет. Вот. Смотрите, здесь есть еще такой момент. Мужчина может не искать секс, потому что он плохой любовник. Правда. Потому что он не способен, и он об этом знает, не способен доставить женщине удовольствие. Поэтому он сразу говорит, я секс не ищу. Но при этом, что самое интересное, при любом удобном случае, если отношения пошли развиваться дальше, да, женщина прохлопала этот момент. Ах, это ж так духовно, не искать только секс. Женщина этот момент прохлопала, и он при любом удобном моменте тупо лезет ей в трусы. Вообще, совершенно тупо нагло. И да, зачем? А вдруг это на него как-то повлияет, да? А вдруг у него будет реакция? Лучшая реакция – это эрекция. В общем, смотрите, переходим. Понятно, да, во-первых, я не ищу секс. Ну, окей, а что ты ищешь? Ну, я хочу полноценных отношений, в которых будет полноценный секс. Я для себя, например, поняла. И это не только моя позиция. Я не хочу отношений без полноценного секса. Вот мне вообще не интересно. Ну как? Как? Я представить даже этого не хочу. Я молодая, здоровая женщина. И я знаю множество молодых, здоровых женщин, которые тоже не хотят жить с мужем или со своей парой, как с соседом, с которым ничего нету. А что? Общий быт, общие планы на выходные и там общие дети, жилплощадь, расходы. В 45 лет это уже вообще уходит на 10-й план. Я вам хочу сказать, если нет телесного удовольствия, что он тогда ищет? Ну, что вы тогда хотите? Зачем это все? Мне проще без мужчины в таком случае. Вот. Второй признак. Пишите. Признак номер 2. Мужчина много суетится. Мы здесь рассматриваем систему поведения. Да, и сейчас мы будем переходить к лицу. Мужчина много суетится. Он вам регулярно пишет. Он пытается для вас что-то сделать. Он пытается быть для вас полезным, проводить с вами по максимуму время, которое у него есть, вот все время, которое у него свободно есть, проводить по максимуму. Что-то вам в чем-то помогать. Эта помощь может быть очень мелкая, она может ничего не стоить, либо стоить очень мало. Вы, в принципе, без нее обойтись. Но он создает вот такую суету вокруг вас. Он постоянно в поле вашего зрения, он постоянно делает какие-то движения. Почему? Хочет вас к себе приучить, хочет показать, что он может быть ценным, что он может быть полезным. Дорогой мой, если ты не можешь быть мне полезным в получении мультиоргазмов, честно говоря, все остальное мне не интересно. Я это могу сама себе организовать. Ну, правда. Ну, честно. Ну, мне приятно будет, если ты для меня что-то организуешь, в чем-то поможешь, меня поддержишь психоэмоционально. Но если у нас в кровати не ладится, мне вообще не интересно. Кому интересно? Вот скажите, мне нормально. Вот кто-то это выбирает. Но в кровати это будет кошмар. Это будет кошмар. Потому что, да, таблетки стоят дорого, и их нужно кушать. Знаете, мужчины не сразу в этом признаются. Они признаются в этом через время. Когда ты начинаешь задумываться, что-то не так происходит. То есть
Есть еще такой момент манипуляторский, когда он говорит, это у меня на тебя не стоит, да, у тебя вообще ни на кого не стоит, понимаешь? Вот. То есть он за счет понижения вашей самооценки, ты не такая, ты меня там не соблазнила, ты что-то красивенькое не одела и так далее. Понимаете? Вот этот момент может быть. Будьте к этому очень внимательны. Поэтому у него не стоит. У него не стоит, потому что у него розлад. Все. А теперь переходим непосредственно к лицу. То есть вот эти два момента вы себе уже пометили. Переходим к лицу. Смотрите. У мужчин, у которых занижена самооценка, брови будут стоять вот таким домиком. Я вам сейчас покажу схему. Вот такой он будет несчастный. Брови жертвы мы это называем. Вот, вот. Видите как? Вот так вот. И вот такое положение брови тянет за собой в большинстве случаев, вот такое положение глаз, опущенное вниз. Это, собственно, это у нас пункт 3 и пункт 4, я так сразу вместе вам дам. То есть по левой стороне у него будет опущен угол глаза, а также опущен угол рта по левой стороне. Почему? Потому что таким образом мы видим, что человек, ну это значит, вот эти маркеры значат, да, вот эта бровь, вот этот глаз и вот этот угол рта, что человек переживал длительное обесценивание. Правильно? Это очень близко там идет. Длительный стресс в личной жизни. Извините, но эректильная дисфункция – это очень мощный стресс. Поэтому у него это все отображается на лице. Также, и если вы четко видите, вот разделите, у меня там в теории физиогномики раньше видео там было, разделите правую и левую половину, посмотрите на то, как левая половина лица отличается от правой. Правая – это наша работа, профессия, бизнес и так далее, все, что наружу. Левая – это то, что внутри. Дом, семья и наши отношения с самим собой. Если у нас проблемы в отношениях с самим собой или в отношениях в паре, левая сторона будет просажена вот так вот. И это будет видно. Сразу четко асимметрия. Я таких людей недавно, я была на одной встрече, где было много людей, было много мужчин, и я пронаблюдала. Это видно очень сильно. Там сразу возникают вопросы, что не так. Либо что-то не так со здоровьем, либо что-то не так с атмосферой в личном плане. Поэтому и к четвертому пункту мы также можем отнести брови манипуляторов. Да, это вот такие вот треугольные брови. Подробно об этом сказано в моем курсе, обучающем курсе «Опасные мужчины». Но брови манипуляторов, вот, кстати, тоже пример, можете посмотреть. Что это значит? Это говорит о том, что для того, чтобы, я уже касалась этой темы раньше, для того, чтобы поднять свою собственную самооценку, он начинает опускать вашу, манипулируя вашими чувствами. Поэтому, если вы видите бровки Пьеро, треугольные брови манипулятора, опущенная левая сторона депрессированно съехала вниз, он много вокруг вас, это я к женщинам обращаюсь, много вокруг вас суетится и пытается заполнить собой все ваше пространство, показывая свою помощь, и опять-таки, при этом он говорит, я для тебя все, вот я для тебя все, понимаете? Вот. И при этом начали вы с того, что он не ищет секс. Нет, не ищет. Но каждый раз его руки у вас в трусах или под юбкой. Вот. Это говорит о том, что однозначно есть проблемы с эрекцией, либо он просто очень плохой любовник. И переделывать его в 40, 50, 60, перестраивать, переучивать в этом случае будет достаточно проблематично. Итак, я хочу узнать, что вы думаете насчет того, чем я с вами сегодня поделилась, какие у вас есть наблюдения. Если среди вас есть такие особо смелые, я буду рада вашей обратной связи. Давайте говорить об этом. Что касается мужчин, честно говоря, это видео было для женщин записано.
Просто уже, знаете, как накопилось, когда я очень хотела этим поделиться. Что еще? Женщины, если у вас есть подобный опыт, тоже можете написать в комментариях. А я прощаюсь с вами и до новых встреч буквально в эту среду, где мы будем говорить, как обычно по средам мы здесь говорим, о естественном омоложении лица и о том, что ему сопутствует, о роли физиогномики в этом процессе. Да? А в пятницу, как обычно, физиогномика. До встречи! Увидимся! Спасибо вам за ваше внимание!